Доброе утро, зрители stopgame.ru. Вы смотрите InFact. Life is Strange Double Exposure вышла. Возвращение к корням, так сказать, но уже руками других разработчиков. В целом получилось неплохо. Никаких восторгов, но и ничего прямо ужасного про игру не пишут. На метакритике Double Exposure получила 73 балла, и примерно столько же сейчас у игры на странице Steam. Это равнозначно статусу «в основном положительные отзывы». Не понравилось игрокам продолжение истории Макс и неравное отношение создателей игры к концовкам первой части. И как будто бы все. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В будущем обещают портировать и на Nintendo Switch. Разработчики из студии Neopol представили вступительный ролик экшен-RPG The First Berserker Kazan. Игра повествует о генерале Хазане из империи Пилос, кою герой вместе с архимагом Озмой спас от дракона-берсерка Хисмара. Но вместо того, чтобы наградить генерала почетом и славой, его обвинили в измене и изгнали. Теперь же он намеревается отомстить предателям. По геймплею перед нами Souls-like с кучей оружия и способностей, динамичными битвами и хардкорными босс-файтами. Выход намечен на первую половину 2025-го. Платформы ПК, PS5 и Xbox Series. Dragon Age The Wheel Guard стартует уже сегодня. Учитывая, как много проектов сейчас выпускают с откровенно паршивой оптимизацией, опасаться подобного же в случае с новой Драгонагой, как минимум справедливо. Однако Digital Foundry утверждает, что на ПК игра не просто норм, а прям хороша и работает даже лучше, чем на консолях. Разработчики сумели избежать заиканий и подергиваний картинки, какие были в ремейке Dead Space, созданной на том же движке, что и The Wheel Guard. Правда, Digital Foundry предупреждает, что при первом включении на мощном процессоре придется обождать почти 5 минут, пока прогрузятся шейдеры. Но зато после того, как все перекомпилируется, даже на стареньком Ryzen 5 3600 у вас будут стабильные 60 FPS. Не 100% времени, просадочки иногда бывают, но ничего критичного. В целом, игра отлично себя показывает даже на самом распространенном железе. Подробнее с отчетом Digital Foundry, а также с советами по оптимальным настройкам можете ознакомиться в новости по ссылке. Dragon Age The Wheel Guard выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Создатели Adventure Stasis и Bone Totem представили хоррор от первого лица под названием Animal Use Protocol. Протагонист тут довольно нетипичный. Это крайне сообразительный шимпанзе по кличке Пен, даром что не Цезарь. Он организовывает побег лабораторных животных из ужасного комплекса. Главное оружие героя — его смекалка, а еще особый девайс для управления гравитацией. Компанию бунтующей обезьяне составляет крыска Трип. Нас ждут атмосферные локации, геймплей с упором на исследование, повествование через окружение, незаскриптованные встречи с кошмарным врагом, ограниченные ресурсы, менеджмент инвентаря, невероятная детализация уровней и стелс. Игра выйдет в Steam и GOG во второй половине 2026 года. Little Nightmares 3 от супермассивных обзавелась очередным трейлером. Главные герои Лоу и Элоун пробираются по темным мрачным коридорам какого-то комплекса. Что-то подкручивают, аккуратно заглядывают за угол, а потом за ними начинает гнаться какая-то неведомая дичь. Не Re-Animal, конечно, которую создают авторы первых двух Little Nightmares, но все равно довольно жутко. А чтобы я точно не смог уснуть после инфакта, в видос еще и скример запихали. Supermassive такое любит. Little Nightmares 3 выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в следующем году. Культовый злодей Ghostface скоро пополнит ростер персонажей Mortal Kombat 1. NetherRealm выкатила тизер нового бойца, в котором он размахивает острым ножом, и при этом его маска постоянно меняется. Интересно, будет ли при каком-нибудь бруталити лицо Ghostface приобретать самый знаменитый его вариант? Позднее нам подвезут уже полноценный трейлер с геймплеем, в котором можно будет заценить убийцу в действии. 19 ноября персонаж станет доступен владельцам набора Combat Pack 2, а все остальные получат его 26 числа.
Xenoblade Chronicles X получит ремастер-версию для Nintendo Switch. Оригинал вышел еще в 2015 году на консоли Wii U. С тех пор многое изменилось, однако помимо графической подтяжки, разработчики намерены завести и свежий сюжетный контент. В отличие от прочих игр серии, в Xenoblade Chronicles X главного героя мы лепим сами. Он является одним из выживших членов колонии Новый Лос-Анджелес, и он отправится на враждебную планету мира, чтобы помочь людям ее освоить. Мы будем знакомиться с разными персонажами, собирать команду, прокачивать своего меха, а еще тут будет сетевой режим. Релиз Definitive Edition намечен на 20 марта 2025. Ну а у меня на сегодня все. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. Приятного вам аппетита, хорошего настроения, веселого Хэллоуина!